Всем привет! Сейчас делаю столбы наборные, и для них мне надо... И для них мне надо круглые трубы распилить вдоль. И распилить надо так, чтобы они максимально были одинаковыми. Потому что если будут разные, то есть одна половинка останется больше, вторая поменьше. Потом при сборке немножко проблемы будут. Где-то зазоры будут, где-то подтачивать надо, но это лишняя работа. Чтобы лишней работы не было, надо максимально точно все обрезать. Ну, давайте покажу, как я намечаю. Прижму струбцинкой. И замеряем штангенрейсмус. 21. Делим пополам, получается 10,5. И все, и намечаем. С одной стороны и с другой стороны. И все, две четко параллельные линии. Линия четко видна как с одной, так и с другой стороны. Ну вот, те же правая на полмиллиметра выше. Но это уже для сварки не критично. Такой вот кондуктор. Элементарный уголок сварил из 40-й полосы. На него два упора поставил, чтобы куда можно было потом эти отрезанные планки упирать и запиливать. И на нем регулируемый упор для длины. Нужную длину выставляйте сразу все одинаково резать. Сначала на этой, сначала сюда ставлю, отрезал, потом уже ставлю сюда, здесь уже запиливаю. Здесь я внутренний угол, развернул сюда, здесь уже наружный угол. И получается потом такие элементы маленькие. Ну, доработать бы, конечно, надо, но этот угольник редко нужен, поэтому так, пришлось его даже туда подальше засунуть. Обычно просто на площадке здесь я оставляю. Уже диск немножко сточился, чтобы не менять, большой не ставить, его просто подвинул дальше, да и все, пускай так стоит. Ну, давайте расскажу, что бы доделал на нем еще. Ну, доделаю, но со временем. В первую очередь надо сделать регулируемый упор, то есть его затянул, отрезал, посмотрел, заготовка чуть-чуть там на миллиметр на 2 длиннее. Опять откручиваешь, чуть-чуть пододвигаешь, это, блин, бывает по 3-4 раза приходится отрезать. А так, если сюда сделать, ну, здесь, например, можно обычный винт. Просверлить, здесь втулку поставить, длинную гайку, и все, и контргайку в конце. Один оборот сделал, один оборот, 1 миллиметр, то есть шаг один надо найти, резьбу тонкую. Ну, в принципе, не обязательно тонкую, там главное, чтобы шаг совпадал, нужный был. Здесь я потом, когда вот эти ставлю, диск пилит, его немножечко утягивает. Поэтому, чтобы не утягивал бы, надо сделать и с этой стороны. Здесь я просверлить, болт поставить, затянул, все, она сразу отрезает. Чтобы руками не лезть под диск. Ну, сейчас резать буду, сниму видео. Ну и с этой стороны, естественно, также потом.
поставил с этой стороны уже болт, затянул, все, он сам пилит, не надо пальцами держать. Этот упор тоже немножко его доделать надо. Его тоже хочу сделать регулируемый, чтобы тут не выставлять миллиметры. Особенно часто на хомутах это надо. Когда отрезал хомут, там, грубо 85, забил много, подходишь, его чуть-чуть миллиметрики подстукиваешь. А так сделал оборот, знаешь, один оборот, 1 миллиметр, все, ушел назад, ушел вперед, куда надо. Размер четко выставил. Хочу как сделать. У меня есть от триммер, по-моему, называется, это косилка, самый нижний редуктор. У него 4 к 3 получается. То есть здесь делается 4 оборота, на выходе 3 оборота. А мне бы 1 к 1 бы найти бы, но не буду уже искать, его оставлю. Единственное, получается, надо будет, чтобы шаг выровнять, чтобы 1 оборот 1 миллиметр был. Надо будет, то есть идет этот редуктор маленький, здесь винт, на винте длинная гайка, на гайке уже приварена плашка, которая будет идти. То есть такая, ну, толстая пластина, в общем. То есть сделали оборот, здесь, если шаг сделать миллиметр, он в конце будет выходить, ой, по памяти, ну, в общем, не на миллиметр, а где-то на 0,8, чтобы вот эти мелочи не высчитывать. Надо, точнее, здесь на винте шаг 1,3, а в метрической системе вроде бы нету такого шага. В дюймовой похожая резьба есть с шагом 1,3, это 19 ниток на дюйм. Но у меня такой ни лерки, ни плашки нету. Ну, ничего, сейчас со временем. Сейчас на токарный станок инструмент собираю. Там по объявлению нашел, мужичок там целый ящик продает, там и плашки, лерки, мечики, всякое, в общем. Практически, говорит, там все размеры, все есть для работы. Ну, я думаю, поехать посмотреть надо. Если все получится, то заберу весь ящик. Вроде недорого человек продает, и торговаться не собираюсь, я не люблю торговаться. Посмотрим, как получится. Ну, и так, в общем, здесь я хочу редуктор сделать регулируемый. Здесь просто винт. Здесь 2 упора. Вот тогда будет нормально все. Ну, по-хорошему, конечно, вообще бы переделать, бы убрать эти плиты, одну большую ровную плиту поставить, а этот угольник сделать, чтобы крутился сразу по радиусу. С разметкой в градусах, но это уже вряд ли сделаю, потому что оно не надо. Уже сколько лет работаю, так что редко такое надо, чтобы четкие углы. Этим угольником, ну, лет 6 назад, наверное, я его сварил, и за все время вот раз 6 и пользовался. Итак, давайте покажу, куда вот эти элементы пойдут. Там уже практически одну дособирал. И вот такая вот стоечка получается. Внизу 50-й уголок, 23 миллиметра, ой, 23 сантиметра. 25-е, так, сейчас с другой стороны встану, солнце светит. Итак, 50-й уголок, 25-я полоса, 32-я труба по наружу, 20-й уголок, 27-я труба по наружу, 27-я только уже изнутри, и 20-я по наружу. И дальше идет 100-я труба. Там дальше еще будет 100-я труба, где-то с полметра идет, потом опять парочку таких переходит на 80-ю трубу, она около метра будет, в конце опять пару переходов, и там из 60 на 30 трубы такое, ну, в общем, покажу потом, как назвать. Первая полностью готова, обварил, почистил. Так интересно смотрится. И вторая на стадии сборки. Все прихватил.
Здесь чуть-чуть зазоры получились. Забыл, она не ровно стоит, именно вот эта труба, а слегка с поворотом, чтобы верхняя сильно наверх не выступала. И получился здесь немножко зазор. Ну, для полуавтомата это мелочи. Снаружи вот эти все щели варить не стал. Щели вообще минимальные, там и миллиметра нету. Думаю, смысл сейчас снаружи обварить, чистить, и от него толку никакого не будет. Обварил все изнутри сплошняком, а снаружи потом аккуратненько все зашпаклюю, и все. Когда все ровно нарезал, работать одно удовольствие. Все ровненько подходит, нету ни зазоров, ни заточки лишней. В общем, одно удовольствие. Поставил, приварил, готово. Не тратишь никуда лишнее время. Столбики почти готовы. Все собрал, обварил. Останется полосы на трубы пустить. И на самый верх рисунки. Но это все потом будем делать. Чтобы по 2 раза горн не разжигать. Сейчас дособирать надо таких еще 2 маленьких столбика для перилинки. А потом все одним разом накуем и доварим. Это все заготовки для 2 столбов. 40 на 20 труба. Распилил ее и запилил сразу под размер как надо. 32 круглая. 10 на 20. Сейчас уже тяжело ее стало найти. Такая труба хорошая, из нее и ковку можно делать, она незаметна, что труба. Но что-то перестали ее продавать. 25-я труба, уголок 25-й и такие хомутики из 25-го уголка, перековывал. И все, будет таких 2 столбика еще. Перилинки тоже уже готовы, там все в куче лежит. Полосы буду ковать и сразу перилинки захомутать надо будет. Столбики. Полуавтоматом, конечно, такие места приятно варить. Такие гладенький шов и чистить особо не надо. Болгарку 2 раза тиранул, все гладенько. Полуавтомат все же. Итак, продолжим собирать.